Автор этой книги Сайфеддин Амус, он палестинский экономист, живущий в Ливане, преподавал экономику в университете, пока не осознал, что академическая экономика — это культ контролируемых государством денег. После этого он и написал эту книгу «The Bitcoin Standard», в которой беспощадно объяснил, почему фиат — это протухшая вода, а биткоин — родник с чистой горной водой. Книги на русском нет, на Литресе только отрывки ключевых идей без полного перевода, но если бы он и был, читала бы в оригинале, поскольку русский перевод сильно приглажен. Например, на странице 136 в английской версии мы видим: The fundamental scam of modernity is the idea that government needs to manage the money supply. Как это переводят по-русски на открытых источниках? Фундаментальный обман современности — убеждение в том, что правительство должно управлять денежной массой. Но английское слово scam — это не просто обман, а именно преднамеренное мошенничество ради выгоды. В слове обман нет обязательного злого умысла, в то время как scam — это всегда целенаправленное надувательство, схема, в которой кто-то выигрывает за счет обманутых. Нужно было перевести именно фундаментальное мошенничество современности. Это было бы в духе Амуса, ведь он не говорит, что государство заблуждается, а именно, что оно сознательно ворует у людей, притворяясь хранителем денег. На Литресе в описании книги редактор вообще сделал из антифиатного манифеста экономическую сказку. Добавил обвал биткоина и неясные перспективы, будто Амус писал не о деградации денег, а о падении курса картошки. Речь именно о моральной деградации денег, а редактор лепит приписку в духе «курс подешевел, держитесь». Они что там, в редакции боятся, вдруг Центробанк читает? В 2020 году, когда на Литресе выложили этот summary, биткоин стоил примерно $11 тысяч, сегодня около $110 тысяч. То есть тогда он был в 10 раз дешевле. Ну так какая плохая новость-то? Этой новости в книге нет вообще. Из революционного текста сделали безопасную для мейнстрима аннотацию, предисловие предохранения. Книга-то о том, что фиатная система — механизм ограбления, а биткоин — возврат человечеству честных денег. Автор не сомневается в перспективах, а называет фиат цивилизационной ошибкой, а биткоин — единственным выходом. Поэтому даже если и выйдет полный русский перевод, не советую. Наверняка его опять кастрируют под формат широкой аудитории, уберут язвительность, смягчат удар по ЦБ и что-нибудь напишут про инновации и риски. Получится не The Bitcoin Standard, а биткоин — путь к финансовой осознанности. Поэтому я сделала это видео, пусть те из вас, кто не может прочитать оригинал, хоть так узнают, что Амус писал не про инвестиции в будущее, а про освобождение от денежного рабства. Его главная идея в том, что деньги — это не инструмент государства, как все считают. Если государство присвоило себе контроль над деньгами, это не порядок, а сбой системы. There isn't a shred of real-world evidence to support this contention, and every attempt to manage the money supply has ended with economic disaster. Нет ни крупицы реальных доказательств в поддержку этого утверждения. Это он про утверждение, что деньги — инструмент государства. А каждая попытка управлять денежным предложением неизменно заканчивалась экономической катастрофой. Для марксистов и прочих сторонников теории государственных денег деньгами является все, что государство объявит деньгами. Фиатная экономика по духу марксистская, хотя сама себя так не называет. Разница лишь в вывеске. У марксистов это плановая экономика ради равенства, а у центробанков монетарная политика ради стабильности. Старая добрая формула: государство рулит, инфляция помогает, народ платит. Единственная цель всех экономических теорий — объяснить, почему жизнь становится все дороже. У меня бакалавр экономики Новосибирского нархоза, так что я не просто догадываюсь, а дипломированно знаю. Теория госкапитализма с фиатной подпиткой была развенчана успехом биткоина, который достиг статуса настоящих денег благодаря своей высокой ликвидности, а не потому, что власти обязали население пользоваться им как деньгами. Второй очень важный момент в его книге о том, что не случайно эпоха денег, контролируемых центральными банками, началась одновременно с Первой мировой войной. Когда у правительства есть доступ к печатному станку, оно может продолжать войну до тех пор, пока полностью не уничтожит ценность своей валюты, а не только до тех пор, пока не закончатся деньги. А при твердых деньгах военные усилия государства ограничивались лишь теми налогами, которые оно было способно собрать. Страны, использующие твердые деньги, куда чаще остаются мирными, поскольку твердая валюта накладывает реальные ограничения на способность правительств продолжать военные операции. Биткоин — это твердые деньги, поскольку его количество ограничено заранее, и никто не может напечатать его по политическому желанию. Его добыча требует реальных затрат энергии и времени. Наше участие в фиате, даже если вы против войны, напрямую ее финансирует. Вы фактически кредитуете ту самую систему, которой завтра можно напечатать триллионы на оружие. Вы можете быть пацифистом, но ваши деньги в фиате нет.
Поэтому войны сейчас тянутся годами. Фиат дает бесконечный бензин для костра. Мягкие деньги, длинные войны. Бюджет не заканчивается. Заканчивается покупательная способность населения. А если вы против биткоина, то вы за рубль, просто еще не признались себе. Третьего не дано. Либо деньги, которые принадлежат вам, либо деньги, которые принадлежат тем, кто их печатает. Биткоин работает без сбоев уже 16 лет, и если продолжит так же, то человечество получит деньги, которые не принадлежат правительству и не подчиняются войнам. Тогда все прежние технологии, которые люди использовали как деньги, ракушки, соль, животные, драгоценные металлы, государственные бумажки, будут казаться забавными пережитками прошлого. И третий ключевой момент, который я выбрала из книги для этого видео. Биткоин построен на 100% проверке и 0% доверии. А это значит, что отпадает необходимость в посреднике, в банке. Каждая транзакция фиксируется каждым участником сети, чтобы была единая книга балансов. Это как если бы весь мир ввел один бухгалтерский учет, где никто не может потерять цифры задним числом или приписать себе лишний ноль. What keeps Bitcoin nodes honest individually is that if they were dishonest, they would be discovered immediately, making dishonesty exactly as effective as doing nothing by involving a higher cost. То, что удерживает узлы. Узлы — это просто компьютеры, подключенные к сети биткоина. Каждый из них хранит полную копию блокчейна и проверяет все транзакции по одинаковым правилам. Узлы биткоина от нечестности — это то, что любая попытка обмана будет мгновенно обнаружена, а значит, быть нечестным так же бесполезно, как вообще ничего не делать, только еще и дороже. Ни один ЦБ сегодня не держит BTC, так как признаешь его, признаешь, что твоя власть над деньгами была ошибкой. Гораздо приятнее оставаться главным в комнате с принтером. Они все заодно за доллар-центричную монетарную систему. Все суверенные валюты — это периферийные жетоны доллароцентричной пирамиды залога. Рубли туда же. Разные флаги — один центр тяжести. Разные купюры — один хребет из долгов и крови. Рубли, евро, иены — это просто костюмы одной и той же фиатной марионетки, а нити в одних и тех же руках. Считаете биткоин пирамидой? Отлично, назовите другую альтернативу, которая соблюдает все критерии современных денег. И не надо там ни про какую крипту. У нее обычно плавающая эмиссия, обновление протокола и так далее. Это по сути просто айтишный фиат. Заменить биткоин все равно, что придумать математику поновее. Он решает денежную задачу на пределе возможного. Ограниченное предложение, децентрализация, неизменяемые правила, бесхозный запуск, репутация, проверяемость каждым участником. Если не сможете назвать альтернативу биткоину, то честно, вы не против пирамиды, вы просто за статус-кво с принтером. Вы не против системы, вы просто мечтаете, чтобы принтер печатал и вам.